Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и с сегодняшнего видео мы начнем с вами подготовку к 1 сентября. Во-первых, это будет несколько букетов. Я думаю, каждый для себя найдет тот вариант, который ему понравится больше. А также я хочу предложить вам еще впереди и заколки, резинки из фоамирана на 1 сентября. И еще я хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы со мной. На моем канале уже 100 тысяч подписчиков, и для меня это такая, так сказать, небольшая награда за то, что мой труд, мои видео нравятся вам и они помогают вам. Так что сегодня давайте приступим с букета. В первую очередь нам понадобится сама коробка. Моя коробка из магазина Fix Price, я когда-то уже делала композицию в подобной коробке. Она у меня высотой 11,5 и диаметр 12 сантиметров. Вы же можете взять коробку любого размера, также вы можете сделать коробку сами или приобрести, как сделала это я. И обязательно нам нужна коробка с крышкой, но это уже потом. Также нам понадобится кусок пенопласта, в который мы будем вставлять цветы. Можно использовать пенополистирол или флористическую губку, но мне кажется, пенопласт это самый идеальный и бюджетный вариант. Также нам понадобятся сами цветы, это георгины, веточка гортензии, наша кустовая роза и вот такие веточки пальмы, или как их правильно назвать, которые я делала по принципу создания зеленых веточек, которые были у нас похожи на розмарин или на тархун. Все ссылки на эти цветы я оставлю в описании к этому видео. Ну и что мы делаем дальше? Это сверху я закрываю нашу основу бумагой и вклеиваю в саму коробку. Тут я решила сделать что? Я взяла тонкую бумагу и закрепила ее по кругу нашей коробки. После этого я начала вставлять все наши цветы. Но и в самый неподходящий момент у меня села батарейка, и моя работа в этот день была закончена. Я собрала весь свой букет, начала над ним думать и поняла, что что-то мне не нравится. Я легла спать, и, как удивительно, я не могла заснуть. Втихаря от мужа я вставала с кровати, шла на свой любимый балкон и думала, подходит ли мне этот вариант букета или нет. И все-таки я решила поменять свою концепцию букета и сделать свой букет в коробке с крышкой. Мне иногда кажется, что я просто схожу с ума уже со своими цветами, потому что я просто не могу спать. Мне всегда хочется что-то сделать и попробовать именно в ту же минуту, когда мне это пришло в голову. Поэтому, когда мне задают вопрос, когда я все успеваю, а вот, мне что-то пришло в голову, я немножко откладываю свои дела в сторону и иду пробовать, иначе я просто-напросто забуду. Я все разобрала, и что я хочу сделать? Я хочу нашу крышку прицепить сверху. Именно эта идея мне не давала спать всю ночь. Я нашла дома вот такой кусок какой-то проволоки. Вы же можете использовать любую жесткую проволоку, взять их несколько штучек, обматываю я ее гофрированной бумагой, чтобы у нас все внутри выглядело тоже красиво, и приклеиваю один край к нашей крышке. Приклеиваю проволоку и сверху закрепляю кусочком гофрированной бумаги для более надежного крепления. Все хорошенечко приклеиваю. После этого я загибаю проволоку вниз и уже будем приклеивать нашу крышку к самой коробке. Смотрим в том месте, где мы хотим ее приклеить, наносим клей и вклеиваем полностью, прижимая крышку к самой коробке, чтобы с обратной стороны у нас не было видно саму проволоку. И у нас получается вот такая основа. Мне это напоминает чем-то шкатулку. А теперь в свободное место я буду вставлять все наши цветы.
Все хорошенечко выгибаем и вставляем их по направлению так, как будто бы они у нас вылазят с коробки. Мне очень понравилась эта идея в живых букетах, поэтому я решила воплотить ее в этом букете. Тем более, так как моя коробка оказалась с крышкой. Вы же можете сделать букет просто в коробке, без крышки, но я думаю, это очень интересная идея. Срезаю длинные ножки в своих цветах и все хорошенечко расставляю по своим местам. И обращайте внимание на то, что ваши цветы должны быть как бы выходят из коробки. Вы их где-то наклоняете в одну сторону, где-то в другую сторону и задаете, так сказать, движение своему букету. Таким образом, ваш букет будет выглядеть более живым. Ну и я свои цветы некоторые буду вклеивать на термоклей, ну а те, у которых ножка очень длинная и они не будут оттуда вываливаться, я просто вставляю в саму коробку. Также своих 2 листика, так сказать, пальмы я решила вставить с одной стороны и опустить их вниз. Тем самым я задаю своему букету такую небольшую асимметрию. Но все равно смотрите со стороны так, чтобы ваш букет смотрелся гармонично. Также все ссылки на цветы, как я говорила, я оставлю в описании к этому видео, и в описании вы найдете все номера бумаги, которые я использовала для этих цветов. Также при сборке букета в один момент я решила отогнуть свою крышку, так как было не совсем удобно с ней работать. Поэтому, когда вы ее отгибаете, берите сразу же пальчиками за саму проволоку. Тогда вы не оторвете проволоку от самой крышки. Сама, так сказать, основа букета нашего готова. Я сделала большое количество листьев. Некоторые делала листья просто, а некоторые сделала на проволоке. И теперь я их вклеиваю в свободное пространство между нашими цветами. Так сказать, добавляем зелени. Зелени в букете много никогда не бывает. Ну и по окончанию своей работы, также место под крышкой или там, где у меня все-таки видно наша основа, я заполняю светлой сизалью. Мне кажется, что сизаль очень красиво смотрится в таких букетах. Ну а вы уже выбирайте сами, какие цветы вам больше нравятся, что вы хотите туда добавить. Может, вы добавите совсем другие цветы и другие ягодки.
Ну и в итоге у нас получился вот такой букетик, мне он очень нравится, я надеюсь, что он также понравится вам моя идея. Также, если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!